Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что вы на шуме. Шум — это такой проект, где мы с вами общаемся и обсуждаем новости. Я предлагаю всем пошуметь. Традиционно, и как всегда, вот прямо сейчас, предлагаю, пока разгоняемся, написать, откуда вы в чате трансляции или в комментариях, в зависимости, когда вы смотрите в прямом эфире или в записи. Поэтому милости прошу, так сказать, чат к вашему распоряжению. Также важно сказать, что вот написать, что хотите на экране и как бы месседж послать, вопрос, тему для обсуждения. Можно, используя, если доступны у вас, там, где вы находитесь, супер чаты, супер стикеры, супер сообщения. Естественно, QR-код, который возле меня, это вот прям вот на экран выводит. Да? А супер чаты, конечно, большая благодарность за поддержку. Шум — это такой проект, где мы обсуждаем прожитое, пережитое и... Ну, точно попробуем осознать, что вообще, куда ветер дует и, самое главное, откуда. Подобрал я ряд новостей, и мне очень многие говорят: не успеваешь ты, Шелест, на вопросы отвечать. Ну, стараюсь, подбираю какие-то вещи, которые считаю, что мы должны обсуждать в комментариях. Очень важно. Кроме того, что в последнее время я всех призываю поставить лайк, очень важно и в комментариях обсуждать. Смотрим из Одессы. Нина, привет в Одессу, Латвия. Спасибо большое. Москва, Пермь, Вроцлав. Как прекрасно наша сегодняшняя география. Петербург, Югра, ничего себе. Ханты-Мансийск. Много наших украинцев там было со времен Союза. Еще привет в Ханты-Мансийск. Запорожье, привет в Запорожье. Ставрополь, Луганск. Родные края. Елена, вам тоже наше, ну как мое с кисточкой. Александр Серпухов, Дербент. Прекрасно просто. Где Спивак, пишет человек. Ну, смотрите, пятничный Спивак в творческом, как бы таком промежутке определенного характера. Дела. Одесса, обстрелы. В общем, нужно вот не быть на месте конкретно вот в эту пятницу. Очень надеюсь, что Спивак вернется. Ну, давайте я так отвечу на этот вопрос. И думаю, что все с пониманием, с большим уважением, потому что Спивак, как бы там к нему ни относились представители самой лучшей аудитории в мире, это, конечно, канал Александр Шелест, но он все-таки человек со стержнем, как ни крути. Да, вот один из немногих, который вот когда вот эта вся история произошла, поэтому ему респект и уважение, но вот пока так, да, ну вот тем не менее. Значит, Донецк, привет, привет от Спивака, привет, значит, Кривой Рог, Филадельфия, Латвия, прекрасно. Сегодня давайте поговорим и подумаем вот на какую тему. А на чьей стороне мяч? Помните вот эту историю, там, мяч на стороне того, мяч на стороне сего, там, мяч на стороне Путина. А вот сейчас, вот по итогам встречи в Москве сегодняшний Витков, да, вот заявление Трампа, садясь в самолет, и в самом самолете об этом тоже поговорим. Вот на чьей стороне мяч? Вариант ответов: Зеленский, Путин, Трамп. Ну и такой вариант, который характеризует вообще неразбериху, которая вокруг, но на самом деле все ясно и становится на рельсы. Ну, такой дисклеймер, да, там, или там спойлер, да, правильно. Рельсы жесткого урегулирования, достаточно жестокого, это вот вариант мяч в ауте, пока 54% да, вот за него голосуют. И это очень прекрасно. Италия нас смотрит. Ух, Италия, у вас много гостей будет в последнее время. Но один может будет, может не будет. Это про Зеленского. Дальше поговорим. И, конечно, всех призываю. Рейна, ничего себе, футболисты. Да, футболисты. Александр, вы нас балуете. Спасибо большое. Будем чаще встречаться, лишь бы вам не надоел шум Шелеста. А шуметь будем об очень важных темах. Значит, мяч висит в воздухе, пенальти, отлично. Я тоже любил футбол очень долгое время и комментировал футбол, а вот сейчас это как-то так и выглядит. Может быть, выглядит где-то как офсайд, да? Но кто в офсайде? А вот тут будем разбираться и говорить. Спасибо, чат, спасибо большое за то, что интересуетесь, за то, что написали, откуда вы, очень приятно. Будем к вам периодически обращаться, ну, по крайней мере, попробуем. И, конечно, вот давайте с самого главного начнем.
Самое главное у нас сегодня это вот эти слитые мирные планы. Вот я предлагаю писанину всю и вот это вот прям буквоедство, а многие задавали вопросы, обсуждали сегодня целый день, предлагаю вот разобрать. Но предлагаю разобрать на примере такого проукраинского, такого, я бы даже сказал, такого показательно, не хочется применять слово упоротый, да, но вот такого дерзкого прозеленского паблика в Телеграм. Вот этот паблик, да, паблик-миллионник, сборы и все остальное. Значит, они сегодня публикуют вот такой полный текст сделки о мирном урегулировании. Они опираются на Reuters. На самом деле это все выжимка из Reuters, где-то расписано, где-то дается пунктами, они тоже где-то это взяли. В общем, вот такой посыл был сегодня в начале дня. Территории, немедленное прекращение огня и экономика. По 3 пунктам. Ну, давайте посмотрим. Значит, по территориям. США де юре признает Крым российским. Трамп делает публичное, личное заявление, что по итогам сделки Крым отойдет России. Это он говорит ртом. То есть, ну, мы понимаем, что то, что говорит Трамп ртом, не всегда сбывается, потому что вчера он говорил, что у него есть 2 недели, чтобы все закончить, ну, имеется в виду провернуть сделку. А сегодня говорит, что он не ставит себе дедлайн, и просто хочет уложиться сам для себя вот в эти 2 недели, а на самом деле война там шла 3 года. Ну, то есть понимаем, да, где фигура речи, точнее, совсем не понимаем, где программное заявление, но сказать в открытую на весь мир, что Крым — это Россия, ну, это надо иметь определенную смелость. Ну, и это, в принципе, есть в этом пункте. Значит, США де-факто признают контроль над Луганской областью, ну, то есть де-факто. Де-факто то, что Россия забрала, да, вот себе в итогах войны. США признает контроль над Донецкой, Запорожской, Херсонской областями, Украина возвращает себе Харьковскую область, Украина возвращает Запорожскую АЭС, передает контроль над ней США, а электричество в 2 стороны. Украина возвращает себе контроль над Каховской ГЭС, которая не существует, она взорвана, и поменялся вообще и ландшафт, в принципе, туда, что было ниже по Днепру в отношении этой Каховской ГЭС. Но нам же Шмыгаль как говорил, помните? Ну, мало уже кто помнит, что ее быстро можно восстановить. Раз — и восстановили. Но, в общем, Украина возвращает над Кинбургской косой. В чем история с Кинбургской косой? Она фактически как бы Крым, да, но относится к Николаевской области административно. И поэтому фактически часть, об этом просто не говорят, чтобы там не усугублять, часть оккупированных у Украины территорий, они касаются и Николаевской области тоже. Но вот Украина возвращает. По поводу немедленного прекращения огня, гарантии безопасности от Европы получает Украина. Украина не будет пытаться вступить в НАТО и может вступить в ЕС, если захочет. Экономика, полная финансовая компенсация за все. Очень интересный пункт. США и Украина внедряют экономическое сотрудничество в ресурсной сделке, которая вот там как-то вот со скрипом где-то Шмыгаль в Америке встречается. Санкции с Россией, наложенные на нее в 2014 году, полностью снимаются. Вот. Ну и США и Россия будут сотрудничать. Супер, просто великолепно. Но к вечеру, ну, смотрите, там есть еще промежуточный вариант. Как бы источники из Кремля делают все наоборот. Запорожье из АЭС не отдадим, ничего не отдадим. В общем, как бы никаких там санкций снимаются все безоговорочно. И вот этих там плюшек для Украины как бы нет. Да, и там все гораздо хуже. Это такой, как бы, это видно, что переписанный по вот этим пунктам сценарий. Но от официально выходит ответ. И почему я вам показываю, собственно, этот паблик, и почему вот это вот, как это, жую жвачку, да, потому что это очень важно. Они говорят, для наглядности, вот это очень важно, зачеркнуто то, что Украина и Европа, то есть Украина и Европа, Антанта 2, да, вот, ошметки Антанты, как сегодня было видео с новой гостьей на канале, переходите, посмотрите, то есть они вот согласовали вот так. Как? Полное, безоговорочное прекращение огня. Окей, в небе, на земле, на море. Важно. Обе стороны немедленно начинают техническую имплементацию переговоров при участии США и европейских стран. Параллельно идет подготовка
модальности для полной сделки, мирной сделки. Ну, то есть сразу все начинают садиться и говорить. Это то, что постоянно повторяет Зеленский. Мониторинг прекращения огня, возглавляемый США и третьими странами, поддерживали. Ну, какие-то третьи. США и кто-то еще. То есть Украина и Европа конкретно говорят: США, вот твое место, ты будешь здесь следить, чтобы никто не стрелял. Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных, незаконно перемещенных украинских детей, обмен военнопленных по принципу всех на всех, и должна освободить всех гражданских заключенных. Пункты интересные, требуют прям отдельного рассмотрения. Сегодня Ермак хвастался, хотел вам даже показать, но давайте быстро скажу, хвастался, что в парламенте Австрии вот эти синие футболки, новый логотип, мол, мы возвращаем детей, и не все единодушно поддержали какую-то резолюцию. Это четко линия Ермака. Список 400 детей передали Рамафосе. Что он с ними будет делать, непонятно. Наверное, помогать возвращать. Он одевает футболки, в эти футболки надевает на разных там лидеров, гостей, не гостей, фотографируется. Короче, это предвыборная тема. Ну что, детки, все хорошо, смотрите, вот мы вернули, у них там их отвезли куда-то в детдом из Сибири, они там голодают, их там 3 года уже прошло, детки могут быть уже не детками, но вот, в общем, ужас, что с ними там происходит, но они вернулись сюда. Справедливо у меня на днях один из экспертов говорил, это Тележенко, он говорил о том, что, ну, он усугубил, конечно, что возвращают и из Европы тоже, особенно молодых вот этих, которые... Там же как, ты из детдома, речь идет о детях из детдома, сиротах. Ты сирота, и тебе там государство должно тебе чего-то дать. Обычно это там квартира, очередь на квартиру. Ну, так принято было еще с Советского Союза. Ну, эти дети получали, там бесплатно их пускали учиться на какие-то там техникумы, ПТУ. По вузам не знаю, по вузам отменили, наверное, сейчас. Ну, в общем, есть пакет льготный для детей-сирот. Их возвращают сюда. А тут что их ждет? Да ничего их тут не ждет. Контракт 18-24. Ну, то есть ребенок до 18, вот в принципе и шуруй. То есть это вот он об этом говорил. Но я хочу сказать о другом. Не как там Тележенко, не как гости. Действительно, мне лично на почту мои источники присылали сообщение о том, что не финансируют. И, внимание, есть конкретный пример, у меня конкретный кейс, не хочу просто рыться, показывать, но конкретно, то есть перемещенный детдом, они пишут письма на вот в ту землю, да, в Германии, чтобы не давали финансирования, выживают, короче, чтобы те вернулись домой. Так что движение по поводу детей, ну не только со стороны России, но со стороны Европы, здесь это факт. Мне сбрасывали прям документы. И это, конечно, будоражит, да? Но это очень красиво. Это очень можно классно упаковать в будущую предвыборную кампанию. Ермак пойдет на выборы, представляете? Ну, то ли серым кардиналом, то ли соберет новую команду. И им вот эти синие футболки, я вам говорю, мы еще увидим. Продолжим. Гарантии безопасности для Украины. Значит, надежные гарантии, включая подобные 5 статье НАТО от США до тех пор, пока среди союзников консенсуса не будет по вступлению в НАТО. Среди союзников не будет консенсуса по вступлению в НАТО. То есть все должны сказать «да». Есть определенные страны, которые четко говорят «нет», в том числе и большие, в том числе и сами США. Но вот вы дайте нам гарантии, Америка, если что, будете за нас воевать, да, если что случится. Ну, мы можем, например, там сорвать перемирие, а тут уже все, нам дали гарантии. Америка, американские солдаты, давайте сюда, патриоты, вот так вот произошло. Мы подписали, но видите, русские какие плохие. То есть вы понимаете, почему на это не идет Трамп и Соединенные Штаты Америки. Это очень хлипкая история, и вообще это все похоже на какой-то Минск-3. Значит, никаких ограничений для сил обороны Украины. Ну, это демилитаризация, которая заявлена в самом начале путинского СВО. Гарантии будут европейские государства, плюс желающие за пределами Европы. Ну, вот гарантами имеется в виду. Да, мы гарантируем. Европейские, вся Европа, то есть потужный объединяет Европу. Вся Европа будет гарантировать. И кто захочет еще, пожалуйста, милости просим. Никаких ограничений на присутствие, вооружение, операция дружественных вооруженных сил на территории Украины быть не должно. Соответственно, никто не может рот открыть, что а что это у вас тут эти там, да, одни войска, другие войска.
Сегодня Зеленский говорит вот этот backstop и boot on the ground. Это просто потрясающе. Бэкстоп, ну то есть места дислокации, не обязательно должны быть такие, чтобы солдат чужой страны стоял на земле. Ботинок солдата был на земле. То есть, во-первых, он выучил эти классные слова. Все уже приучили, все уже привыкли к ceasefire, прекращению огня. А тут вот эти слова, мол, и он сам признал, что миротворцы не приедут. Бриты ему вчера и сегодня как бы подтвердили в публикациях, все сказали аривидерчи, никаких миротворцев не будет, максимум какой-то инструктор чего-то приедет, курс преподаст, и то на Западной Украине. Вот так. Но этот пункт пишут. Я почему сейчас останавливаюсь на этом каждом пункте, сейчас вы все поймете. Украина не будет пытаться вступить в НАТО. Зачеркнуто. Зачеркнуто. Украина может стремиться к вступлению в ЕС. Ой, совпадение. Да? Как вот это, помните, шоу было Борис Крюк, там и соведущая, пары были влюбленные. Ой, совпало. Вот так. Как там, «Любовь с первого взгляда» называлась, да? Значит, еще один пункт, следующий, это территории. Вычеркнуто, США де юре признает Крым российским. Вычеркнуто про Луганскую область. Вычеркнуто про там, Запорожскую Донецк. Все вычеркнуто. Украина возвращает. И вот тут, в смысле, паблик-миллионник. Посмотрите внимательно. Украина возвращает Харьковскую область. Вычеркнуто. Ёлы-палы, слушайте, так старались, так черкали. И вычеркнули Харьковскую область. Это просто потрясающе. Как бы понятно, редактору тут по рукам, хотя это уже несколько часов висит. Да, мы могли бы хоть вчитаться, хоть люди какие-то, которые оперируют информацией, 1 800 000 тысяч человек это все читают, и это, конечно, прекрасно. Никто даже не отреагировал. Ну, вычеркнули Харьковскую область. До свидания. Все территориальные вопросы, в общем, по линии огня, переговоры по территориям начинаются на основе нынешней линии соприкосновения. Украина возвращает Запорожскую АЭС при американском участии, а не передает контроль за станцией Америки. То есть возвращает при американском участии. Супер! Заискивающе, все понятно, перевернуто. Украина контроль возвращает над Каховской ГЭС, которой нет в природе, не существует. Вы помните эту развалину этой Каховской ГЭС. Украина получает проход по Днепру, там, где линия разграничения проходит в Херсонской, Запорожской областях. Имеется в виду, там же по Днепр, острова, вот эти все. То есть, можно ходить по Днепру. И Кинбургская коса, я уже об этом говорил. Экономика. Украина, внедряет экономическое сотрудничество по ресурсной сделке. Это я читаю украинский вариант. Это я сразу сказал, будет много этого текста. Украина будет полностью реконструирована. Украина получит полную финансовую компенсацию, в том числе за счет замороженных российских активов, которые останутся замороженные до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб Украине. Это писал какой-то с гвоздем в голове человек. Да? То есть, в том числе за счет замороженных, не дайте деньги, это же Европа там принимала участие, чтобы, не дай бог, России не разморозить активы. А тут, понимаете, в чем такой очень деликатный вопрос? И очень важный вопрос. Никто просто его не задает в публичном пространстве, да и вообще так как-то. Это вот как с золотом, да, на базе хранения, которого нет, оно сдано в лизинг американским. А есть вообще эти активы? Они вообще есть у Европы? Они готовы, вот условно, если принимают первый вариант, тот, который Reuters публикует, а не вот этот, они готовы вернуть россиянам деньги? Вот тут начнут юлить 100%. Это прям очень важный момент. Это рука Европы это вписывала. И санкции будут сняты полностью, зачеркнуто, и могут постепенно ослабляться после того, как будет устойчивый мир, но будут введены обратно в случае нарушения мирного соглашения. То есть мы ослабляем, потом раз, назад. И США и РФ будут сотрудничать в других производственных секторах. Значит, о чем эта вся, простите за бедность речи, бодяга? Да? Мы видим план Reuters аккумулируют. Мы видим украинский ответ. Они тоже вписывают. Смотрите,
Я думаю, мое личное мнение, я могу ошибаться, но судя по тому, как медийно эта жвачка жуется, и один, и второй — это продукт творчества технологов Офиса Президента. И один, и второй. Причем первый может быть там, да, там Крым, какие-то моменты, там что-то, ну, процентов на 70-60, ладно, продукт творчества. А вот это вот 100% выписано, это вот как бы, да, специально. То есть вбросили, показали. У Украины жесткая позиция, для этого это делается. То есть, и смотрите, вот поэтому Рубио и Уитков развернулись, плюнули и не поехали в этот Лондон. Вот это же демарш. Поэтому демарш в том числе. Ну, конечно, повеселили они. Ой, как повеселили. Да, значит, свежее заявление только что публикуют, что в ближайшие дни могут состояться очень важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Тишину должны приблизить эти важные встречи. Ну, в общем, посмотрим, насколько будет тихо. Вообще, конечно, если так честно, то встреча Уиткофа и Путина сегодня это, ну, вот прям топ. Вот эти кадры, за ней, по-моему, следили все в Украине. Вот все. Как Дмитриев в делегации прохаживались там по Арбату, ходили, гуляли, пешком достаточно много прошли времени. А потом как вот они встречались. Вот так это было. Значит, выходят, улыбаются. Смотрите, они улыбаются. Смотрите, Путин на английском говорит. Приглашают присесть, и все обратили внимание, а кто же потом за столом. Ну, кто? Помощник Ушаков и Кирилл Дмитриев. Вот они. Они, кстати, очень скупые, но очень позитивные комментарии дали после. Они заключаются в том, что, ну, как бы, Ушаков немножко полнее сказал, что готовятся двухсторонние переговоры России и Украины. Это об этих. Вот только что пришла новость о том, что Зеленский, говорит, приближает день тишины. Видимо, они двухсторонние, некие переговоры. Плюс, ну, Дмитриев говорит, что вообще просто прогресс идет. Идет прогресс. То есть у них улыбки и прогресс, в Украине вот эти вот метания. Правда, один сегодняшний эпизод, причем такой достаточно очень неприятный, который пыталась, я уверен, вот здесь, это я как медийщик говорю, Россия пыталась сгладить, потому что меня тут поправляют не в Балашихе, а в Балашихе, правильно говорить, извините, топонимами шибко не владею, но вот в Балашихе взорвался Volkswagen Polo. Возле дома мимо проходил генерал-лейтенант, да, штабной, там 69 лет, 59 лет ему. Фамилия еще такая, Москалик. Как потешались украинские паблики. Представляете, Москалик. Взорван, подложил некий Игнат, который в 2015 году приехал из Сумской области. И вот это вот в день... Фактически, как, в момент, когда Уитков на кортеже из Внуково ехал в сторону Москвы, это вот случилось. Удар серьезный. Диверсионная операция очень серьезная. Почему Россия прятала, вы спросите? Потому что сначала была версия газовый баллон. Не было там никакого газового баллона, все понятно. Ну и как бы вот. То есть, понимаем, спецоперация конкретно в этот день. Вот, конкретно. И в Москве все вот, ну, то есть ликвидация Москалыка, да, так говорят в Украине, вот, и генерал-лейтенант, собственно, погиб. А после этого цель жирная, военная, никто, понятно, на себя не взял ответственность, но все прекрасно понимают, что это было. Буквально 2 дня назад он улетел из Москвы в Турцию, его вели. Видимо, оплатили, он давно жил в России, там лет 10, и вот из Сумской области. Как это работает? По телеграмму находят
Есть варианты подкупа, есть варианты, когда там родственники находятся на территории Украины, есть разные варианты воздействия на человека, и он, собственно, это делает. Вели долго, но вот я так понимаю, что если 2 дня назад дистанционно подрывали взрывчатку, если 2 дня назад тут уехал, они четко подгадывали. То есть пару дней стояла эта машина, и примерно понимали, когда генерал-лейтенант выходит, заходит там, и вот проследили, нажали кнопку, и его не стало. Многие, это правда, вот это вот правда. Значит, многие считают, что ну, вот это должно было повлиять. И Путин не имел права улыбаться, там, веселиться, радушие, право на радушие вот в такой день, потому что это все-таки очень серьезный военный начальник. Но вот было как было. Спустили на тормозах этот пыл, пар, возмущение. Это уже стало нормой, что там такого рода операции террористического характера проводятся на территории России, причем по военным, по конкретным, ну, там, очень высоким чинам, и это вызывает действительно бурление внутри той же России, которая вот оно такое, ну, патриотичное, вот за Россию, а вот такое вот можно проворонить. И вот тут такая встреча и такое радушие. Многие обиделись, ну, из ультрапатриотов российских. Их можно понять, потому что гуляют как по бульвару. И вот никто не отменял вот эту телеграм-историю, да. Ну, вот это вот к чему я говорю. Это будет такая спецоперация, которая должна была серьезно насолить, побешать, а кто знает, может и сорвать встречу. Ну, или заставить там, в любом случае, Витков приехал, и он бы там ждал бы, пока Путин разбирался. Вы поймете сейчас, почему я это говорю. То есть, смотрите, происходит убийство генерала. Путин говорит: так, Витков, посиди, мне там нужно совещание провести, поехать узнать на место, посмотреть в глаза родным, что-то вот, и вот это все, вот это все. Это если бы Путин был Зеленским, он поступил бы, наверное, так, и на это был расчет. В любом случае, ну, это читается медийно, что должен был быть срыв, затяжка, абсолютно плохое настроение вот этих переговоров. Есть еще один эпизод, который направлен был на Путина, и плохое настроение на этих переговорах. Речь идет о новости, которая, ну, так вот она прошла. В Украине особо никто сильно за нее не цеплялся, но она была. О чем идет речь? Значит, Украина захватила российское судно с зерном в Черном море. Совместная операция СБУ и морской охраны завершалась с задержанием судна, которое перевозило 5000 тонн, в кавычках, украинской пшеницы из Севастополя. По данным следствия, судно совершило рейс в конце 2024 года и теперь будет отвечать за разграбление украинских ресурсов. Дальше СБУ показали вот эти документы. Ну, тут карантинные карты: Севастополь, Мелитополь, Краснодар. Вот такие там фигурируют там предприятия. Это не суть важно. Ну, может, это важно, имеется в виду, но тем не менее. И вот демонстрируют, как они вот разбираются с этим судном. Ну и стало известно, что захваченное судно — это сухогруз «Анка», флаг Танзании на нем, позывной и так далее. Вычислили его давно, но сделали фальшивый заказ на перевозку из Молдовы, так что пришлось пройти через украинский участок Дуная, где их взяли на желтой воде. Значит, интересная история и на самом деле большой скандал. Хотят флаг Танзании, но тем не менее все понимают, документы российские. Это тоже должно было испортить вот эти все хорошие, красивые переговоры. Но, как говорится, да, Кремль не сломлен, ничего не испортило. Все максимально хорошо и в духе Трампа. Вообще-то риторика в духе Трампа, она присутствует. Ну, не скажу, что именно подыгрывает конкретно и прямо Путин Трамп, но они действуют сообща и согласовывают все визиты и все какие-то коммуникации. То есть, когда Трамп говорит, что все хорошо, это означает, что он пообщался с российской стороной прежде всего. По поводу Виткова, как разрывались мягкие ткани в украинском экспертной среде. Значит,
Мало кто помнит уже этого персонажа, это вот Роман Бессмертный. Да? Он был участником минских переговорных групп, там до Зеленского, был недолго, его, в общем, поперли оттуда. Вот как он отзывается об Уиткафе. Перше, майже неможливо говорити про досягнення в Москві. Стів Вітков абсолютно нікудишній переговірник. Ну, так рубит пратку мало, говорит, никудышний он переговорщик, этот Стив Витков, вообще, что это? Він провалив уже, видно, переговори по Близькому Сходу. Він зробив абсолютно ведмежу послугу по переговорах з Іраном, по ядерній угоді, і це про це пишуть сьогодні і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах, і в світі, і там зрозуміло. Очікувати від нього результату в Кремлі, особливо позитивного для України, це собі дорожче називається. Так а кто вообще говорил, что Уитков в Кремле позитивный результат для Украины добивается? По-моему, это такой хвост кометы Галлея от демократов остался, что если американцы поедут договариваться с Путиным, они что-то будут для Украины договариваться. Так никто не ждал, но Бессмертный ждал, и теперь рубит правду матку. Тому що, згадайте минулий раз, поїхав переконувати в тому, щоб забезпечити припинення вогню, а приїхав звідти з тим, що наче Україна має віддати чи то 3, як він казав, чи 4 регіони і так далі. Тобто більше 4 годин його обробляли, як це може КГБшно-ФСБшна система в Москві, і інкорпорували йому таке враження, що чіп Маск позичив, а йому включили чіп із завантаженими файлами кремлівськими, ну і далі він ці файли озвучував. То есть вы понимаете, какая метафора? То есть, смотрите, это все-таки спецпосланник Трампа. Вот такие вот бывший переговорщик. Понимаю теперь, почему Минск не работает, не работал и вообще его тормозили, потому что там изначально были какие-то, есть украинское слово, телепень, да, вот телепни такие. Вот он сейчас сидит, да, и как бы гадит на Уиткофа. Чип ему, это метафора, чип сунули, и потом он говорит российскими нарративами. І в Вашингтоні, потім в Парижі, ну і очевидно, що збирався це робити в Лондоні. Тому Хорошо, что в Лондон не поехал. Ну, что там, что бы он сказал? Путинские нарративы одни. Вообще, это прекрасно, что Лондон состоялся такой, как он состоялся. Это чтобы вы понимали нарративы в українській среде. Податися на цього переговірника з Москвою абсолютно недоречно. Більше того, треба розуміти, що з кожного повернення він буде привозити чергову московську міну під цей переговорний процес. Причому Уитков едет договариваться о мире в Украине. Чтоб люди не гибли, он каждый раз мину будет привозить московскую КГБшную, ФСБшную. То есть это человек, который, известен был в недавнем прошлом, госуправление, все так, Роман Бессмертный, вот он так оценивает сейчас усилия Уиткофа. ця міна буде маніпулятивного характеру по відношенню до Дональда Трампа, і це буде чергове випробовування взаємодії як Вашингтона, так і Києва, точнісінько так, Вашингтона і європейських столиць. Тому нічого доброго від цих візитів абсолютно непідготовленої людини. Опа, абсолютно неподготовленный человек. Мины привозит и только ссорит Трампа с Европой и со всеми остальными. Ничего доброго. Людини даруйте, але в цих випадках неадекватної немає. З моєї точки зору, дивлячись на результати цієї зустрічі, доречно було б, якщо не хочуть відверто вимагати його усунення, то просто пояснити на пальцях, що ним маніпулюють, якщо він не піддається і не виконує роль такого маніпулятора. І це видно, що кожен із візитів до Москви привозить до Вашингтона зовсім іншого Виткофа, ніж він їде туди. Угу. То есть, мы понимаем, прошла встреча, и вот это бурление, вот это вот ненависть, вот это все выливается, собственно, в медийное пространство. Надо обгадить Виткофа. И надо сказать ему, чтобы его убрали. В принципе, вопрос-то понятен. Да? Потому что Келлог тоже вначале был такой, перья подымал свои, и в Москве сказали, так, не надо нам Келлога, уходим, Келлог не нужен, до свидания, нам давайте нормального переговорщика. Трамп, у него задача какая? У него задача делать дело у Трампа. Поэтому он говорит, вот, пожалуйста,
мы вам даем там, ну вот, мы даем вам Виткофа, а Украине не нравится Витков. А про Келлога, ну вот тоже очень важно. Про Келлога почему-то российская сторона, ну, не говорит вот такие гадости, как украинская про Виткофа. Развел переговорщиков, но мы, ну, имеется в виду Трамп, да, одного туда, другого туда, а мы вот видим вот этот накал. Это сейчас основной тренд. Ударить по Трампу, обгадить республиканцев, ударить по команде для того, чтобы затянуть войну, для того, чтобы это все стало войной Трампа. То есть замазать всех максимально. Вот сейчас такая задача. Но одно дело, что Москва может отказаться от того или иного переговорщика, а Киев может диктовать, какого переговорщика Америке давать в Москву. Нет. Вот в этом вся соль. Трамп вообще, конечно, вот бессмертный тут разглагольствует, давай там, да, брызжет слюной, о том, какой никчемный непосредственно вот этот Витков. Ну а Трамп может себе позволить. Он может себе позволить вот такое фото в интервью Time, где он говорит о Крыме. Вот такое. Крым после урегулирования пойдет в состав России, говорит он в интервью, которое иллюстрировано вот такой фотографией. На фоне портрета, который Путин подарил Трампу. Писал портрет Никос Сафронов, известный художник, давно известный художник. Он рассказывал даже на американском телевидении эту историю, как ему кто-то заказал, но он примерно понял по заказу, поэтому денег не взял. Видите, какой хитрый художник вроде, а вот предусмотрительный. Денег не взял, потому что чувствовал, что в этом портрете будет миссия. Вот она миссия. Миссия выполнена у Сафронова как художника. Он написал портрет, на фоне которого Трамп вот в миру объявил о том, что Крым будет российским в интервью The Times. Вообще этот портрет поменяли, это тоже, наверное, художнику должно быть приятно. Барака Обаму сняли. Да? Это было несколько дней назад, но сегодня тоже Fox News повторил эту новость. Поэтому сняли Обама, подцепили портрет Никоса Сафронова. Вот как-то так. Как-то так. Он себе может это позволить. И, если честно, то, ну, как бы, пророссийский Трамп, это, конечно, прекрасно. Прекрасно в каком плане? Прекрасно в том плане, что, ну вот, абсолютно не ожидает. Украина не знает, что делать с этим. Абсолютно не знает. Вот Тагнар пишет, да, Сафронов превзошел себя, ну, естественно. Значит, Надежда Петрова говорит, что Индия с Пакистаном зарубились, Украина канет в лету. Вполне возможно. Ну, сегодня было, кстати, по поводу Индии и Пакистана. Умопомрачительное заявление Трампа. Ладно, не буду искать, чтобы время не тратить. Умопомрачительное. Его спрашивают журналисты, ну как же там две ядерных там, государства, они воюют. Это же может быть такой бадабум. Индия, Пакистан. Пакистан войска направляет. Уже были первые перестрелки. Индия, там, заявление. Пакистан тоже. Сейчас как сцепятся за этот Кашмир. Воду перекрыли. Слушайте, говорит, в Кашмире 1500 лет война. Я думаю, это говорит Трамп, они сами разберутся. Вот какое отношение. То есть ему, простите, не западло повесить портрет, который его там... Но это же момент его величия. Это же момент, который все перевернул. Момент, когда там Бог спас его от этой пули. То есть, и конечно, ему понравилось. Вообще, я поделюсь с вами своим мнением. Это, конечно, я думал, что так играть на честолюбии, на позиции Трампа будут вот украинские шоумены на Банковой, кварталовцы. А они оказались неталантливые. Самое страшное, можно там, знаете, как там Мосейчук говорит, зеленые гниды, кто-то там еще их называет там по-разному, клоуны там, средства разные употребляют. Они неталантливые. Вот это было талантливо, потому что Трамп, он такой. Изучили и за первый срок Трампа в Москве, и потом видели, как он кампанию ведет, красиво сыграли, что мы поддерживаем Камалу Харрис, ведь все же все поняли, когда там Путин там троллил. И они конкретно добиваются результата, чего добились наши. Ну вот чего добились наши?
Я вам покажу сейчас, чего наши добились с точки зрения медийного, как бы медийного эффекта. Я обалдел. Давайте вот послушаем моего любимчика из Министерства иностранных дел Украины, какое сделал он заявление. Понятно, смысл заявления, что Украина ничего никому не отдаст и вообще и так далее. Но вы послушайте аргументацию. Вихід з переговорний процес. Дивіться, ми бачили публічні коментарі і сигнали, зокрема від держсекретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної. Это спикер МИДа, он комментирует ситуацию, ну, всех волнует, и кто смотрит мой канал, там вопросы часто возникают, а что если США уйдут из переговорного процесса? Ну и журналисты тревожатся, как это США уйдут? Что отвечают им в МИДе? Стратегії, тобто надсилаючи такі сигнали публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес, тобто пришвидшувати його таким чином. Вы слышали? Это Рубио, когда такое говорит, Вэнс там такое говорит. Это они ускоряют. Ну вот ускоряют процесс. То есть, как бы блефуют. МИД говорит, что заявление Рубио, Венса, Трампа – это блеф. Почему? Ми саме в такому контексті розглядаємо, і якоїсь офіційної дипломатичної інформації, листування чи нот, чи чогось такого офіційно-дипломатично закритими каналами про там підготовку до виходу з мирного процесу ми станом зараз не отримували. І ставимося до цього нормально, як до сигналів про які покликані пришвидшувати процес, стимулювати процес от в такому ключі. І ми не драматизуємо ці сигнали. Тобто Вообще, кто его спикером выбрал? Ну, это понятно на ускорке немножко, это вживую еще как бы так вот длиннее, вальяжнее. Мы не драматизируем. Это они там говорят, пусть говорят, пху на них, Венс, Рубио, Трамп, США могут уйти из переговорного процесса. Нормально. Мы не получали никаких сигналов по закрытым каналам. Так может вы не получали сигналы по закрытым каналам, потому что с вами никто не хочет общаться по закрытым каналам. Потому что если они там какой-то месседж вам пошлют по закрытым каналам, вы это все вывалите. Вот как с вот этими пунктами плана. На 70% один слитый, да, смодерированный, скорректированный, и вот остальные тоже. Поэтому и не хотят. Ми розуміємо, що йде складна робота, лише вершечок айсбергу – це публічно, те, що ви чуєте сигнали, а там відбувається дипломатія, і частина дипломатії, на жаль, вона дійсно закрита. Я ще раз наголошую, що Україна дотримується принципових позицій, бо я знаю, що потім починаються спекуляції якісь там, а чому не розповідають нам все, що там відбувається за зачиненими дверима, мабуть, там якась зрада відбувається. Друзі, ні, просто дипломатія, вона потребує частину процесу за зачиненими дверима. Україна дотримується принципових позицій, Конституції України, національних інтересів України. Я в цьому можу абсолютно чітко всіх запевнити, щоб ні в кого не було ніяких сумнівів. Ух, отлегло. Вот как у меня, наверное, у всех украинцев тоже вот отлегло. Все, зрады нет. Ну там что-то за закрытыми дверями, так там ничего нет такого. Они просто вот это, США блефуют. Вот о чем говорит непосредственно нам официальный МИД, Министерство иностранных дел. Сегодня в Украине траур. Траур по погибшим после прилета в дом в Святошинском районе. Жуткая история, конечно, там было оцепление, не пускали людей, потом пустили людей, они там положили цветы и так далее. Но это было после мероприятия, которое устроил Зеленский. Мероприятие непростое. И все говорят, Шелест, ну такой день, ну какое мероприятие, что он там устроил? Ну пришел, так должен делать лидер. Сорвался от Рамафосы, приехал быстро, чтобы как бы помянуть, почтить память вот этих невинно убиенных после обстрела Российской Федерации людей. Зачем так говорить? Как это было, собственно? И, вот давайте посмотрим эти кадры. Значит, идут Ермак, глава МВД. Вибуху поранено 87 осіб. Із них 10 дітей і 25 літніх осіб. Значит, министр МВД докладывает. 87, там 10 детей ранено, имеется в виду 25 пожилых людей, там 12 убитых, то есть мы это уже знаем. И вот Зеленский со скорбным видом слушает, там рядом какие-то люди. Пресс-секретарь узнаем, да, Никифоров.
Почему так много народу? Приблизно проживало в епіцентрі вибуху близько 2,5 тисяч осіб. Возложение цветов. Значит, возложил цветы, поклонился. Все правильно, все по протоколу. Потом пошли команды. Ермак, второй человек, он тоже возложил. И какие-то вот много людей, они тоже какие-то в костюмах. Дякую всім присутнім послам, 67 представників сьогодні тут. Послы. Они привели на место трагедии 67 послов. И они, говорит Зеленский, сегодня здесь. І це говорить про те, що весь світ тут в Україні, тут в Києві не погоджується з агресією Росії. Нет, это говорит то, что вы привезли на место трагедии. 67 послов организовали вот такое мероприятие организовали. Я не говорю, что это неправильно или там правильно. Это говорит об этом. Это не говорит о том, что весь мир поддерживает, и вот они взяли послов и привели. После удара по Киеву. То есть, когда у нас есть удары по другим городам с тоже таким большим количеством жертв, да, туда же послов не повезешь, а тут вот привезли, показали, да, вот что, и сказали, привезли, показали, и сказали, что эти все послы с нами. Съездил в ЮАР, передал список 400 детей, они в программе, синюю маечку надевай. Приехал, сказал, что мы должны давить на Россию, группа двадцатки нам поможет. Рамафоса тык-мык делает вот такое, это вчера было заявление, Рамафоса с нами. Ты с нами, и ты с нами, и каждый посол с нами, потому что он здесь и возложил цветы. И это никоим образом не должно там, память или там, порыв человеческий почтить память этих людей. И после этого открыли людям, и они действительно принесли там игрушки, они принесли цветы, то есть там был такой вот импровизированный уголок памяти об этих людях. Ну вот так делается политика. Ну кроме... И вообще, то есть вот ради вот этого мероприятия была сокращена программа. Программа, да, вот в ЮАР. А была там программа, какая была? Была, наверное, какая-то программа. Сократили. В момент этого было сделано еще ряд заявлений. Это вот несколько часов назад, это сегодня. Вот. В общем, Зеленский как бы на фоне вот этих новостей, Трамп в эти часы, примерно в это время, Трамп садится на борт и летит в Италию на похороны Папы Римского. На похоронах Папы Римского уже есть целый, букет сообщений. Он в простом деревянном гробу. Там есть программа прощания с Папой Римским. Это не суть, не тема. Может быть, там в следующий раз мы там обсудим, как это все прошло. Но, в общем, изъявили желание 50 лидеров разных стран приехать туда. И Трамп летит. И вылетая, у него журналист спрашивает, так а там Зеленский? Он говорит, да я не знаю, я к премьер-министру Мелани лечу. Она вот недавно была, то есть я к Мелани. Возможно, говорит, возможно, мы встретимся с Зеленским. Зеленский говорит, нет. На самом деле, чтобы все понимали, мероприятие вот такого оно характера, то есть это уже эти кадры, они облетают мир. Это сегодня, еще как бы прощание завтра, вроде бы в субботу, но уже люди собираются, они там на площади, в Ватикан, там проходят досмотр, понятно, какой-то, да, чтобы не было, потому что очень много людей. И вот если честно, то Зеленский с вот этим своим ответом на вопрос, так а что по папе? Вот что отвечает. Для нас важливо, щоб Україна була присутня. Для нас важно, чтобы Украина присутствовала. Не тільки через хороші відносини з Ватиканом і за допомогою Ватикану щодо повернення українських дітей і обміну полонених, і через особисті хороші відносини з Папою Римським.
Вы помните, как хейтили этого Папу Римского в украинской прессе и везде, когда он вышел с тем предложением белого флага, украинку и россиянку крест заставил нести? У нас хорошее, говорит, отношение с Папой Римским. Закачаешься, во, отношения, просто супер. Франциском. І також висловити слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії. Безумовно, ми дуже поважаємо наші відносини з прем'єр-міністром Італії. Зачем ему Италия? Да потому что там налаживается мостик между США и Мелани, там и идеологический, и политический, и она съездила, хорошо съездила, и вот этот центр Европы немножко смещается в Италию, помните заявление, центр Европы должен быть в Риме, то есть понятно, что вполне вероятно Трамп будет ставить на Италию, ну и вот мы теперь подлизываемся к Италии. Поважаємо, що вони саме такі, дружні і партнерські. Україна, якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Если я не успею на похороны к папе, Украину представят на достойном уровне. Ой, а кто? Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні. Що стосується мене, для мене було важливо бути тут. У мене Значит, для меня важно быть здесь, а туда я отправляю жену и Сибигу. Ну, вот так. Это достойно представили и так далее. Понятно, что в России, ну, там, министра культуры отправили, да и все. Ну, вот, протокольно все как положено. Ну, вот, потому что там культура там подразумевает религиозные дела, там, какие-то, ну, оргкомитеты, министерства и так далее. Но тут же он же сам рвался. Он же вот буквально в Киеве говорил, что да, я хочу встретиться с Трампом. Что мы имеем? Трамп говорит, да, возможно, встретимся. Конечно. Зеленский, нет, я могу не успеть. А чем занят? є кілька сьогодні військових засідань. Є відкрита частина, це системи протиповітряної оборони, наші контракти щодо цих систем, як попрацювали всі, я хочу побачити. Он хочет увидеть контракты по ПВО. Поэтому у него несколько заседаний больших, и он, в принципе, рассказывает, контракты хочу увидеть, как отработали, что там за цифры. Це окремі зустрічі з міністром оборони. Я вже провів ряд зустрічей, будуть ще зустрічі, буде кабінет, буде ставка, вибачте, воєнна ставка, так? І там є кілька закритих питань щодо цього удару. Конечно, по поводу этого удара есть закрытые вопросы. А какие могут быть закрытые вопросы по поводу этого удара? Ну вот в чем? Очень интересно, да, то есть летит ракета, падает, горит во время того, как падает. Какой-то есть закрытый вопрос? І щодо відповідних кроків України. І я не знаю, скільки це буде йти, і тому, якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній, тому що я вже це сказав, це важливо для України. Значит, это важно для Украины, если успею, то съезжу. Трамп, да, конечно. То есть вы понимаете, как все меняется? Это чистой воды конфронтация, публичная конфронтация Зеленского и Трампа. Трамп только вот это все почему-то терпит. Трамп делает в тайм заявление по Крыму, да, я об этом говорил выше, и вы, наверное, все прочли, что Крым будет российским и так далее. Что отвечает ему Зеленский? И вообще по поводу территорий, что он говорит на этом же мероприятии, которое он так торопился, чтобы людей поддержать и ну, помянуть, цветы положить. Ми не можемо щось віддати або не віддати. Це не наша, не моя власність. Це власність українського народу. Значит, ничего не можем отдать или не отдать, это не мое, это украинский народ. Имеется в виду земли, территории. Який є сьогодні, який буде народжуватись поколіннями вперед, йти до розвитку нашої країни. Значит, какие-то поколения вперед будут рождаться. Это говорит Зеленский на месте трагедии от прилета ракеты. Какие-то поколения будут рождаться и идти к развитию нашего государства. Слушайте, сегодня прошла вот эта информация, а-ля Република публиковала о том, что на похоронах саммит хотели сделать после того, как папу закопают. Ну там не закопают, ну в общем, как папу закопают римского. Хотел Зеленский с Италией, Францией, Германией, плюс там Квирт как-то называется, ну по числу участников, плюс США провести саммит, что, мол, делать с Украиной. Прямо на похоронах. Вот он на похоронах саммит хотел
публикует итальянская пресса. Здесь говорит о том, что рождаться будут поколения, это вот земля для будущих поколений, стоит на месте горя и ужаса, которые еще вчера, позавчера облетали вот эти страшные фотографії. І відповідно вся ця земля належить Україні. Тимчасово окуповані території, на жаль, вони тимчасово окуповані. І якщо ми говоримо про Крим, про наш півострів український, там дуже багато питань. В общем, по Крыму у Зеленского много вопросов. Что за вопросы? Люди, які були силою вимушено виштовхані як на територію України, яку ми контролюємо, так і, вибачте, силою кинуті за грати в Російській Федерації. Значит, люди, которые, да, то есть будут, которых выбросили, люди, которых не выбросили, ну, вот как-то так. Приходят новости, кстати, это в моем закрытом клубе зрителей уже пишут о том, что Трамп сообщил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по очень важному соглашению о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами. Оно опоздало как минимум на 3 недели. Надеюсь, оно будет подписано немедленно. Это вот, это такая вставка, ну это вот только что сообщили. Вот такой Трамп, вот такое заявление сделал. Ну ладно, не подписали, немедленно, не немедленно. Ну там какие немедленно? Тут вот Крым, который Трамп отдал России, там люди, которые уехали на территорию подконтрольной Украины, которых бросили в тюрьмы в России. А что еще? Особливо журналісти, політичні в'язні, громадські діячі, багато різних людей. Потім під дулом зброї начебто голосували і проходив якийсь такий референдум. Ніхто не визнає це. Тобто це насильницька окупація Російської Федерації нашого півострову Крим. І тому для нас це тимчасово окупована територія, не тільки для нас, для всіх. Це правда, те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньої зброї, саме зброї, не людей, тому що наші люди... Значит, не людей. Оружия не хватает. Людей завались. Так, це головніше, найголовніше. Але казати, що у нас немає армії, це неправда, я так кажу. Конечно, неправда. Он же, Шапира, что говорит? Говорит, 600-800 тысяч добровольцев. Бусификация единичные случаи. Ну, нормально. Вообще это неправда. Людей хватает. Оружие дайте. І тому у нас сьогодні, я погоджуюсь з президентом Трампом, що у України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. То есть оружием, это мысль идет, то есть оружием мы не можем вернуть контроль над полуостровом Крым, а людьми можем. Але у нас є можливості санкційні, санкції, да. можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Саме таке наше бачення. І на пропозиції Сполучених Штатів, ще раз вдячні за пропозиції від всіх наших партнерів, Сполучених Штатів і європейців, від всіх ми відповідаємо, що повне припинення, безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. Значит, полное прекращение огня открывает возможности обо всем говорить. Вот это вот говорит Зеленский. Опять-таки, среди дипломатов 67 стран на месте трагедии. Говорит, что армия у нас есть, армия у нас большая, армия у нас мощная, армия у нас потрясающая. И людей у нас много. Ну, кстати, то, что людей много, это действительно правда. Проходили очередные встречи, есть всегда воюющие в тылу, но очень героические люди, даже бывшие депутаты прошлых созывов. Вот депутат есть такой Игорь Луценко, не путать с Юрием Луценко. Луценки воюют. Один воевал, отвоевал свою, а этот вот тоже форму носит, вояка. Депутат прошлого созыва. Бачу величезну кількість чоловіків призовного возрасту, віку, які, в принципі, прекрасно підійдуть для того, щоб виконувати завдання в рамках БПЛА підрозділів, як мінімум. Да, я не знаю. То есть, сидит Луценко и говорит, слушайте, вот сидим тут с вами, обсуждаем, дискутируем, а я тут вижу много мужиков. Они отлично могут быть дроноводами, там еще кем-то. Вообще много мужиков.
їхнього стану, там Это вот Соня Кошкина, левый берег, поправляет. С микрофоном ведущая панели, ну или там дискуссии, круглого стола. всередині здоров'я, але бачу, що вони точно розумні і придатні, і енергійні. Колосальна кількість людей. Я, на Колоссальное количество людей у нас есть. Колоссальное. жаль, не можу називати кількість людей, котрі реально зараз воюють на фронті. Тобто в нас номінально, мабуть, це вже відкриті цифри, десь 800 тисяч ЗСУ, і там десь 400 тисяч всі остальні. І от такі, яка фракція з цих 800 тисяч, це дуже невелика частинка. Очень небольшая часть, да, 800 тысяч. От вона дуже невелика. І зробити її там, умовно кажучи, вдвічі більшою, це абсолютно реальна задача для нашої влади і нашої країни, якщо таку задачу собі цілеспрямовано поставити. Драноводов, короче, надо. Вообще, что ты сидишь в тылу? Иди, мужиков много, все такие с руками, с ногами, головастые. Просто замечательная история. То есть, вообще мужиков много. Правда, иногда ТЦК поражает и путает, да, путает мужиков с дамами. Сегодня разошлась прям курьезная новость. В Запорожье Суле Рамат, да, ну, азиатского происхождения, дама, она как бы девочкой закончила университет, работает на предприятии в Запорожье, ей на работу списки прислали. Списки. Прислали, и она в списках. Иди в ТЦК. Вот это вот у нее резерв плюс, ну или там оберег, да, резерв плюс, оберег, она в базе. Вот это мужик. Вы думаете, это девочка? Это мужик. Она говорит, подожди, я не мужик. Я Суле Рамат. Не Рамат Суле, не кто-то еще. Я вот в Запорожье живу. Вот моя Дия. Посмотри, я мужик, ТЦКшник. Он говорит, мужик. Ты Суле Рамат. Докажи, что ты не мужик. Помните вот это выражение? Докажи, что ты не верблюд. Вот точно так же и здесь. Докажи, что ты не мужик. И эта Суле Рамат не может выехать за границу. Она иностранка сама по происхождению, там, отучилась здесь, работает, то есть в Запорожье. Выехать за границу. Она замуж не может выйти. Потому что Суле Рамат, как ты у тебя, подожди, в ТЦК, ты в базе. Это вот пишут местные паблики сегодня. Это, конечно, просто какой-то лютый трэш. Суле Рамат. Мужиков много, очень много ходит. А наши ТЦКшники вот таким образом, так сказать, пополняют ряды доблестных вояк. А еще пополняют ряды доблестных вояк эпилептиками. Мастицкий ТЦК, это Львовская область. Вот такой вот, Я снимаю вот видео, такой Мастицкий ТЦК. случай. Матюкаются. Человек без тапка, как рассказывают паблики. Он вышел из ТЦК, ну точнее как, его поймали, у него случился приступ эпилепсии, его кинули вот это все и ушли, и зашли, и дверь закрыли. Там на видео, я просто говорил, там матерятся. Там есть много, кстати, видео. Там сегодня впятером отбивали в Харькове мужика с голым торсом, такого мужика, там ругались пятером, восьмером. И женщины обступили и сказали, вас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вы вот это одного вот так крутите. Ну, они там спорили в Харькове, да, кто где. А он им говорит, харьковчанин говорит, пошли со мной, глянь, сколько вас, давайте со мной. Ну и там поругались, вроде отстали на время от этого мужика, ну придут опять. Они там ходят такими табунами по дворам и всех вот это сгребают. А этого поймали, видимо. А тут что с ним случилось? Ну, его кинули и все. Ну, вот так. С эпилепсией. И люди, прохожие просто, которые мимо проходили, говорят, а как, надо же ему как-то помочь, что-то сделать. Ну, официальный ответ Львовского областного ТЦК. Значит, все хорошо, поведомляемо, 13 числа вместе, в общем, работники пограничной службы доставили гражданина, он нарушал, то есть пограничники, ну это там приграничная территория, доставили вместе с ТЦКшниками, они работают. Он говорил, что пил алкоголь, у него много было алкоголя в крови, он во время прохождения ВЛК проблемы со здоровьем, и действительно, потому что он алкаш, и он получил направление на дообследование, вышел и упал замертво. Ну вот за ворота вышел ТЦК и все. Вот это объясняет, это все разжевывает Мастицкий ТЦК.
Ну, в общем, стало плохо. После этого ТЦК, конечно, вызвали скорую помощь и помогли человеку. Вот такие отписки в ТЦК, то есть все нормально. Ну, как бы, ловят алкашей, плохо там что-то там ВЛК. То есть, если его даже вот эти ВЛКшники, врачи, не пропустили, сказали, иди да обследуйся, если это правда то, что они написали. Но это какой-то, очень интересный момент. ВЛК же все годны, абсолютно все. Еще давайте пару новостей и очень такая важная тема. Значит, да, друзья, давайте как мне подсказывают, что ты вот бросаешь своих зрителей, не реагируешь на чат. В общем, значит, Лариса Лепетюк поймала себя на мысли, что если такую страну представлял бы пресс-секретарь, как вы, было бы супер, я бы гордилась таким представительством. Ой, спасибо большое, спасибо за комплимент, но тем не менее. Вместо Путина, Трампа, Уиткофа новости Сельпо. Разочарованный коты в белом. Ну, ничего страшного. Вот АКМ правильно говорит. Ставим лайки Сане. Поставьте, пожалуйста. Спасибо, благодарность. Действительно, значит, сегодня Минобороны РФ информировала, что ВСУ потеряли 8700 человек. Аленушка пишет. Ну, смотрите, Аленушка по поводу потерь разное пишут, да, и по-разному трактуют. Понятно, что это как на рыбалке в этой любой войне, но тем не менее. Шелест всегда читает чат, стараюсь периодически. Значит, вопрос, есть ли у вас радиолюбительский позывной от Сергея? Вопросы будут позже, есть, как есть, был. Сейчас, понятное дело, за сроком давности его, наверное, убрали, забрали. Мой позывной Ульяна Татьяна 6, Мария, УТ6ММ. УТ, там разные первые буквы и регион в Украине это страну обозначают, первые две буквы и цифра. М это Луганская область. В Луганской области я был радиолюбителем. Значит, 18-25 лет уже воюют. Да, воюют, но есть свидетельства уже о первых потерях. Давайте о серьезном. Значит, я не люблю вообще такие видео, но тем не менее. Сегодня произошла достаточно страшная история, страшная новость. Вот так как, между прочим, мы же помним историю, когда Ил с пленными вооруженными, из вооруженных сил Украины на борту был сбит, чем-то сбит. Вроде Патриот, не Патриот, на территории России, что это вообще сбивали? Это группа была какая-то, кто бы вообще в этом Патриоте был, если это Патриот? Если это русские сбили, зачем им сбивать свой самолет? То есть был большой такой, достаточно, очень трагический случай, который мог поменять ход войны. Все замолчали, все, собственно, да, каким-то образом перетерли. И вот как, между прочим, появляется этот материал на Цензорнет. Это тоже все сегодня. Значит, и он говорит, что объясняю на примере. Это он общается с журналистом, и вот зам МВД, да, начальника, вот он объясняет на примере. Когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что и речь идет, скажем так, не об одном теле в пакете. Да? Помните, говорит, кто его за язык тянул? Все, как бы спалил контору. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнослужащих, военнопленных? Остатков с этого самолета вернули более 500. То есть 60 человек, останков 500 было. Какая работа в этом случае там может быть следователя или эксперта в каждой части, которая была получена, нужно было вывести ДНК профиль, поэтому мерить процент успешности здесь некорректно. Ему задают вопрос, который стал подниматься, важный вопрос. 2 раза передавали по 900 с чем-то тел погибших. Достаточно тяжелая ситуация и тяжелые вещи происходят в тылу, в семьях с родственниками погибших.
И вот он объясняет там по поводу ДНК-профиля и так далее, и так далее. Сегодня вообще пришла информация, что на вот этом военном кладбище, которое там выделили под Киевом, такой интересный телеграм-канал есть проофисный. Петров ведет, называется «Карточный офис». И там сегодня сообщили о том, что, ну, мол, вот это кладбище, вот кого будут искать по ДНК, кого невозможно, с почестями потом позже туда захоронят. И уже там будут начинать захоронить. Кладбище еще не открылось военное, но тем не менее вот это вот будет, и это подается как, ну, как гордость. То есть до неузнаваемости, что невозможно даже ДНК определить, с почестями вот этих военных, украинских, будут хоронить на этом мемориальном, специальном, новом, открытом кладбище. Достаточно тяжелая тема, но она тяжелая потому, что есть вот такие случаи, как у наших женщин. Просто наших женщин. Не люблю показывать такие вещи, но давайте как-то без эмоций попробуем разобраться. Обращаюсь до всіх уродів, які пофігу на наших рідних, які ви забрали, спіймали, блядь. От вас загибнуть на війну, ви його не шукали. А тепер ви везете. Это сестра бойца погибшего 46-й бригады. Там сложно понять логику, она действительно плачет. Это тяжелое эмоционально, тяжелое воспринимать. В общем, это сестра военного, который погиб. Им сообщили, что ваш родственник погиб на войне. И вот, а что плачет, собственно, да? Вот она 46-я бригада. Ти мені його ховать, козли долбані, блядь. Матюкается сильно, да, действительно, на руководство бригады, на всех. 46-та бригада, щоб ти була проклята, блядь. І всі ви, ці патологоанатоми, ми стояли навіть в моргі в Дніпрі. Я сестра військовослужбовця 46-ї бригади, Чабана Анатолія Вікторовича. Я навіть в моргі вас питала. Рука не мого брата, не сходить. Рука не его брата, в морге она спрашивала. Рука не его брата. Там какая процедура? Ну, там дальше понятно будет, какая-то фотографию присылают, понятно, что все горюют, а потом идет опознание. Привезли тело в Днепр, патологоанатом, они приходят, не он. Ходиться вообще рука, волос, зуби, які ви зробили отдільні фотографії. Це не вважається доказом того, що це одне тіло. Волоси там нічого не сходиться. Ви мені, блядь, мовчали. Місяць назад було готове ДНК, спустя 9 місяців, то ніхто його не шукав і нічого не робив. Значит, они берут тесты ДНК, ну, чтобы солдата, можно было опознать, да, по тесту ДНК. Никто 9 месяцев ничего не делал. Щас ви мені, Вовчка, його рішили прислати? Це нормально, блін, де ваш розум, ідіоти, блін? Ви дітей молодих, йому ж тільки 25. Ви дітей молодих забираєте, а потім так і здіваєтесь над цією сім'єю, що й вішаєте мені чуже тіло. Ідіоти, де на вас уже наказання, блядь, хіба так можна? Ну, так нельзя, конечно. Но если вдуматься в масштабы этого ужаса, я сам не люблю вот подобные там вещи, понятно, что это боль и человеческая утрата, но давайте пробовать анализировать, или хотя бы пытаться анализировать. Такое количество погибших. От многих погибших живого места не осталось. Родственникам не факт, что отправят тело твоего родственника, ну вот родного человека, да, не факт, что это будет он. Человек, и сколько таких случаев, да, вот они, получается, хоронят чужие тела. Но они же хотят своего похоронить, родственника. Это очень тяжелая история на энергетическом уровне. Это сколько неупокоенных тел, сколько вот действительно таких вот моментов. Но это не повод заканчивать и не говорить, что у нас много людей, куча добровольцев. Вот эта родственница говорит, у нас нет столько людей, там, ну, понятно, это вы хватаете на улице, 25 лет пацану, его даже похоронить нормально не могут. 25. Это вот, если ему 25, то получается, сейчас он претендовал на вот эту программу, которую расширили, вот этот 1 000 000 гривен, потому что пошел в армию. 24. То есть
И сколько таких плачущих, страдающих женщин? Страна вдов и сирот, получается. Еще и неупокоенных мертвецов. Ну, нужно же как-то финалить эту всю историю. Нужно же заканчивать. А у нас вот эти танцы. Витков, Путин, Трамп. Ой, а я могу не успеть приехать на похороны папы, поэтому если я не успею, первая леди приедет, представит вместе с Сибигой Украину на этом мероприятии. А про Трампа он ничего не сказал. А Трамп говорит, да, слушайте, возможно, встретимся. Конечно, пообщаемся. Не хочется заканчивать войну, людей еще много, оружия нет. Это вот то, что сегодня, вот о чем мы шумим. А эта женщина, сестра, она не шумит. У нее крик души, у нее истерика, у нее боль, незаглушимая боль. И сколько таких сестер, матерей, вдов, детей, которые там, может, в силу возраста не понимают этот ужас, что они придут на могилу, а там не папины кости. Потому что вот так вот все перепутано, и ну вот по ДНК-тесту нам же говорит зам начальника МВД, невозможно определить. Ну, может, хорош? Может, слишком большая цена вот этих всех игр и танцев? А мы тут планы обсуждаем. Брошенное или даже, хорошо, даже реальное. Вот так вот и живем. Ну, чтобы так не заканчивать, собственно, основную часть, хотя действительно такой... И меня очень поразила эта история этой жены, этой сестры. Ну, давайте про жену. Значит, сегодня тоже стало известно, что человек, при котором, в общем-то, ну, началась вот эта война, как АТО, потом операция Объединенных сил, Петр Порошенко разводится с женой. Прям в Крыжополе, ну, я так понимаю, по месту прописки, пришла Марина Порошенко. Вот еще вчера они на всеношной стояли, молились, чтобы у власти хватило ума. А теперь в Крыжополе Марина Порошенко подает в суд, чтобы имущество поделить. Понесли там, вот это они разводятся, какая же была семья. Хотя там разное говорили, что и семья была так себе. И он вообще какой-то тиран, деспот, зашугал бедную Марину Порошенко. Все думают, ну развод. Ну, понятное дело, он под санкциями, и там еще уголовка светит. Поэтому вот в Крыжополе суд принял заявление от Марины Порошенко. Ну и все бы было ничего, если бы не нардеп Федина, которая говорит, развод это только в головах на Банковой. Пока одни фантазируют про иск жены против Порошенко, сами Порошенки готовятся праздновать 40 лет брака. Иск про раздел имущества – это не просто так, а способ обойти незаконные санкции от Зеленского, которые даже налоги платить Петру Алексеевичу запрещают. Представляете? Представляете, какая душещипательная история? 40 лет они вместе. Какая замечательная пара в Крыжополе. Ну, Федина всех сдала. Санкции надо обходить, поэтому надо разводиться. Ну, я не Порошенко, как бы делить шибко нечего, с женой разводиться не собираюсь, поэтому благодарю всех за поддержку и за то, что пишите комментарии, за то, что шумите вот так вот вместе, и мы вместе шумим. Вообще, конечно, это очень и очень печально все. Это означает, что если чета Порошенко решили имущество переделить, это означает, что они не верят, что власть Зеленского сменится. То есть вы представляете, даже, ну есть там теория, что Порошенко и Зеленский это все театр, они на самом деле заодно, поэтому Армавир продолжил Зеленский. Но если так вот разобраться, то если вот человек, называющий себя оппозицией, да, вот не верит в то, что происходит сейчас, что это идет конец, а власть наоборот укрепляется, ну, простите тогда, пожалуйста, они имущество делят. Значит, санкции надолго, на 10 лет против Порошенко. Никто их не снимет. А если следующие придут, то это будут от Зеленского или сам же Зеленский переизберется. То есть вот так.
думает Порошенко. Тревожный звоночек на самом деле. Очень тревожный. Хотя, по идее, вроде как какими-то выборами может запахнуть. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса программы «Шум». На чьей стороне мяч? 12% на стороне Трампа, 15% Зеленского, Путин 22%, мяч в ауте считают 51%. Я с вами, конечно, солидарен с этим 51%, но я думаю, что тем не менее. Значит, Шапито, что там шуршит, что шуршунчики, а что шелестит, шелестунчики. Шелестунчики, спасибо вам большое за то, что смотрите и за то, что мы сегодня вместе онлайн, вот на 16 тысяч, и я очень благодарен всем за то, что вы присоединились к этому шуму. Давайте отвечу на некоторые вопросы. Понятно, что времени на вопросов не так много остается, но давайте как-то пытаться чаще встречаться. Новый формат определенный у меня — это возможность из закрытого клуба зрителей озвучить вопросы. Значит, начнем с них, а потом перейдем непосредственно уже ко всем остальным. Дейзи Фокс спрашивает: Александр, что читаете из художественной литературы, есть ли время на это? Времени на этого нет, очень мало. Я себя поймал на мысли где-то полгода назад, примерно, что очень тяжело читать что-то новое. Поэтому, чтобы плюс-минус, не терять хватку, навык, я понимаю, что нужно перечитывать что-то. И вот в данный момент сейчас, на столе, на прикроватном столике у меня «Скотный двор». Я его уже перелистнул. Я раньше читал, потом уже перелистнул. И вот сейчас так периодически листаю по несколько страниц, когда есть возможность, перед сном. Мне нравится слог Булгакова «Белая гвардия». Очень в духе времени все происходящее, поэтому «Белая гвардия», да. То есть я вот так вот листаю. Игорь, добрый вечер. Было озвучено 2 варианта расширенного плана. Как вы считаете, какой из этих планов более реалистичен? А также, какие пункты априори не будут выполнены? Нереалистичен в комплексе ни один из планов. Те пункты, которые вы видели и в одном, и в украинском, и американском плане, это все туфта. Потому что выписываться будут они по-другому. Есть по Крыму, да, по Запорожской АЭС тоже есть варианты общие, вот такие, они где-то так и выглядят, но на это не могут пойти стороны, причем ни одна, ни вторая. Американцам, конечно, выгодно. В общем, будут бодаться с этими пунктами, но те планы, которые вы видели и которые озвучивались, им сейчас верить нельзя. Они для того, чтобы мы жевали жвачку. Заглянем, пожалуй, в сообщество YouTube. В сообществе YouTube у нас вот что. Грек пишет: шум, интересный живой формат, с интересом слушаю. Спасибо большое. Значит, спасибо, благодарят за шум. И вам спасибо, что следите и смотрите, и проводите время нашей общей компании. Виталий, добрый вечер. Александр, вопрос самый заезженный: чей Крым? Но не кажется ли вам, что сейчас актуалочка чей Зеленский? Заранее спасибо за ответ. Значит, Крым Божий, Зеленский Альбиона Туманного. Вот так это я бы ответил, если коротко на ваш вопрос. Крым Божий, да. Понятное дело, что говорить, вот Крым русский, российский. Нельзя, Конституция же, Конституция, на которую чхали во всех смыслах, вводя персональные санкции, бросая людей в тюрьмы, издеваясь в бусиках, вот это все, то есть нарушение закона. А вот тут, извините, Конституция, это народу Украины в будущих поколениях принадлежит Крым. Вы же слышали Зеленского? Значит, Александр, добрый вечер. А что это был за дневной пост в телеге об отце? О Папе Римском. О Папе Римском, это, может, там немножко было непонятно, это Папа Римский. Едет, не едет, успевает, не успевает Зеленский к Папе Римскому. Об этом идет речь. Здравствуйте, Мирослав. Почему перестал говорить Вегеринский и почему не было Спивака сегодня? И еще благодарю за новых гостей, добра и света. Мирослав, я объяснял уже не раз. Несколько поменяются гости. Кто-то взял творческую паузу, кто-то, собственно... смотрите,
те люди, которых вы называли, мы с ними на связи, никто ничего, то есть, ну, я всегда с пониманием к нормальным людям отношусь. Ну, которые по-человечески, да, объясняют ту или иную ситуацию. Ситуации разные принципиально, ну, вот так. Есть люди, которые ничего вообще не объясняют, да. Есть люди, которые начинают крутить, вертеть темой, танцуя на костях канала «Шелест», и Телеграм, и Ютуб, танцуя, менять показания, там, оскорблять аудиторию. Хотя, смотрите, еще раз, то все, что у меня есть, это вот все благодаря вам, благодаря интересу, благодаря вовлеченности там, в новые форматы, в какие-то там, к новым гостям, вы прислушиваетесь или там пытаетесь понять, да, или привыкнуть, или еще, или там, к старым гостям. Это вы, это аудитория. Не надо как бы хулить никого. Я ничью аудиторию не оскорбляю. И никого из тех людей, которые, ну вот, временно, я уверен, временно, ну, некоторые навсегда, некоторые временно не приходят ко мне на канал, я никого из этих людей не осуждаю, и аудиторию людей, почитателей тех или иных там, экспертов, гостей, вот, тоже очень уважаю. Вот это моя позиция. Ну, вот такая моя. Какая у других, это уже дело такое. Доброго вечера, Шума. Вашей аудитории с Латыниной. Классный эфир. Спасибо, Александр Цукерман. Умеете удивлять. Уже жду следующий, например, Переслегина. Скажите, уважаемая Юля ушла от ответа. Чьи интересы, по-вашему, отстаивает гарант РФ своего народа, которые активно сбивают великоросских равнин и не только в мегаполисные кучи, пытаясь упразднять малые города и поселения, и даже не говоря о человеческих потерях на преступной по форме СВО, это мнение Александра, а наш с вами гарант, активно способствующий успешному очищению территории Украины, пока еще хоть юридически, ну там, в общем, длинный вопрос. Пусть не обижаются те, кто любит коммерческий жанр, жвачку пропаганды, высказал свое мнение. Спасибо, что высказали свое мнение. Все полностью не буду читать, длинно. Да, людей меняют на деньги. Вот я вот с вами соглашусь. Люди, обменный курс. Деньги, люди. За деньги покупают оружие, яхты, машины, статус, положение, титулы. Ну, тут тоже, понимаете, там журналисты, ну, коллеги, да, но опять, мне сложно проверить это сейчас, но там бросают разные счета, да, из окружения Ермака, у кого сколько на счетах в британских банках. Ну, так, нормально, я примерно так и предполагал, ну, суммы. Причем квитанции, что вот там счет открыт, там таким-то, таким-то, вот это все, документы. Публиковать их сложно проверить. Вот если провериться каким-то образом удастся, значит надо публиковать. И британские банки, все четко. Это там местные журналисты делают. Все равно работают. Если думают там британцы, например, а давайте жахнем по Британии, там все придурки, они такие сякие. Не, это королевский двор и вся эта свита, вот эти такие. Нормальные люди есть везде. Хорошие, и добрые, и честные, и те, которые там допытливые. Ну, есть же, находят же вот такие квитанции о пополнении счета и состоянии счета очень интересных людей из Украины, которые цветы носят, значит, к местам трагедии и устраивают там, ну вот, да, и устраивают там вот политику большую. Значит, да, Спивак в творческом отпуске. Александр, здравствуйте. Значит, вопрос. После Лисичанска в каком городе вы жили? Значит, всех вам благ и вашей семье. Наталья Яковлева, спасибо большое. Значит, Лисичанск, я родился, там жил. Потом жил в Луганске. Потом в Северодонецке. И потом в Киеве. Вот такая география. Максима Шевченко бы пригласить. Ну, как бы приглашаем. Тоже есть ограничения, тоже есть определенная позиция, но я думаю, там не сильно смертельно, но тем не менее, кто-то кого-то предупреждают, какие-то вещи говорят,
Кстати, очень интересно, сегодня проходила информация, что Зеленский санкции должен вводить новые. Называются ряд людей, причем интересный список, ну, судя по тому, против кого, да, будут вводить. Но не ввел эти санкции сегодня Зеленский, хотя у него для этого есть еще и выходные. Значит, да, тут Рейтерс передает слова Виткофа, который назвал хорошей встречей с Путиным, да, то есть, точнее не так, Трамп назвал встречу Виткофа очень хорошей, Рейтерс передает, вот прямо сейчас, МИД, понятно, озвучил красные линии, мы о них говорили, значит, Дмитрий Павлович, все, нет, ни в коем случае, ну, о чем вы, значит, обожаю шум, пользователь пишет, как человека, способного мыслить со стороны, сейчас в каждой стране поддерживают больше в России президента Путина или Зеленского в Украине. И почему? Кого сейчас в каждой стране поддерживают больше в России? Президента Путина или Зеленского в Украине? Сравнить просто уровень поддержки? Ну, я думаю, Путина в России больше поддерживают, чем Зеленского в Украине. Мне так кажется, потому что война такая. Нет, гибнут много с двух сторон. Гробы идут и в Российскую Федерацию. И тоже у людей там горе, и тоже там такие же матери, и тоже... Ну, и особенно, когда там еще устраивают вот эти на YouTube-каналах с украинской стороны, сажают взятого в плен и начинают его, допрос, да, снимая его на YouTube, звонить там, вот это, издеваться, там, да, то есть, или там как-то, ну, вот с таким посылом. Я вообще не понимал раньше, зачем это делается. Такое ощущение, что, ну, как раньше это все подавалось. Вот мы сейчас покажем этого пленного на Ютубе российского, позвоним, снимая это все, ну, там, на видео, опубликуя это все, позвоним сейчас в Россию, куда-нибудь в глубинку или какой-нибудь там город, и там эта семья, женщины из его семьи встанут, пойдут в военкомат и будут требовать там чего-то, и тогда вся страна зажжется свечками, и Россия встанет. Ну, глупости, какие-то глупости. И все свелось к тому, что это просто элементарно, ну, не знаю, элементарная аморальщина, да, потому что с пленными надо нормально относиться. С телами б лучше разобрались. Вот тут где проблема. Значит, дорогие друзья, перейдем к нашему сегодняшнему чату трансляции. Значит, вопрос. Может, Порошенко готовится к капитуляции, имущество жены России типа трогать не будет, а шоколадный заяц в Европу свалит? Может быть, кстати, мы же не знаем, как будут делить это имущество Порошенко. Значит, Александр, чья позиция из сегодняшних гостей вам ближе? Не близка ни одна, ни вторая, но Реутова, это мое мнение, ближе к истине. Это из сегодняшних гостей. Александр, надо было раньше вести такие стримы. Надеюсь, вы не спивак, который между струями дождя проскакивает. Ну, струи уже накрыли. Здравствуйте, Стариков будет в творческом отпуске, Сергей. Спасибо за этот вопрос. Стариков пока тоже в творческом отпуске. Значит, Хэппи Санта. Если честно, нам никакой пропаганды не надо. Достаточно смотреть на ютубе всех этих дармоедов, псевдоэкспертов, и сразу начинаешь поддерживать Путина. Слушайте, ну, я вообще планировал... Ну, были планы в конце университета по журналистике. Это там была кафедра факультета украинской филологии, кафедра медиакоммуникации. И там вот что было? Там предлагали там научные работы писать дальше. И если глобально посмотреть на вот эту всю историю, да, то где-то вот в глобальном пределе, возможно, так игра и развивается. Именно поэтому вот этим всем многим экспертам типа российским, да, ну, есть люди с оппозицией, из прошлого, с которых гонимые, правда гонимые, то есть без всякого. А есть такие, которых повыпускали за границу, да, для того, чтобы люди тоже смотрели и сравнивали.
Да? То есть одного, второго, что они говорят, как они отзываются о своих согражданах. Они за границей, а эти внутри. В этом тоже есть тактика. Кстати, наши тоже это применяют активно, вообще там, копируя, наследуя, след вслед, идя за Путиным. Значит, почему разрешали Старикову слово «русня»? Слово «русня» Стариков применял исключительно в том смысле, что, ну, как говорят, исключительно обличая глупую пропаганду. Позиция Старикова всегда была, что врага надо уважать на поле боя. То есть две воюющие стороны, они должны противника уважать. Тогда это важно. И, ну, тогда сохраняется воинская честь. Саня, после приглашения Дианы Панченко, ты сейчас и так... Ага, Диана Панченко, смотрите, мы договорились. Первый день после бегства Зеленского в эфире, в прямом, со всеми вами, Диана Панченко. Все, у нас есть четкая договоренность. Она, кстати, занимается хорошими, добрыми делами. Сейчас перейдите, посмотрите. Помогает пенсионерам в Молдове, которые там концы с концами сводят. Хорошая тема. Ну, хорошая в смысле правильная, добрая. Поинтересуйтесь, если что. Значит, уважаемый Fierce Fight, мы вас сейчас заблокируем временно, минут на 10, как раз до конца стрима. Не надо писать всякую ерунду, кто где жил. Вообще меня так раздражают вот эти паблики. Сейчас мода какая-то такая, да? Заводят какой-то паблик в ТикТок, в Фейсбуке такое, да, в Фейсбуке часто. И постят всех людей с этими черными ленточками, со свечками, типа вот внезапно там от чего-то ушел из жизни. Абсолютно живых людей, известных. И вот это вот они вбрасывают, эта карусель идет. Ты смотришь, прозреваешь и начинаешь проверять. То есть ты останавливаешься на этом сообщении, начинаешь искать этого человека, оказывается, что это фейк, но люди себе как бы вот заработали такой капитал, да. Пишут в комментариях гадости, им все равно, комментарии же пишут. Вообще, конечно, ужас. Денчик, Александр, ну вот скажи, почему большинство в Украине верят, что в России поддержка Путина это фейк, разыгранный Кремлем, вот, а вы тоже сомневаетесь, что большое количество людей его поддерживают. Я не сомневаюсь, что его большое количество поддерживают. Лично я, в России, да, не сомневаюсь. Есть страны, где и за рубежом его поддерживают. Абсолютно нет. Почему в Украине верят, что это фейк? Смотрите, вы ну как, передергиваете. И Зеленский сегодня на этом трагическом месте об этом говорил. Он говорит, референдумы фейк. Ну, понятно, что там не полный состав, там война, кто-то убежал из оккупации, кто-то нет. То есть честно, нечестно проводить так референдум. Речь идет об этих территориях, которые там после Луганска и Донецка с 21 года на них зашли. Ведь эти люди, которые надевали белые повязки в Киевской области, да, которые в белых повязках, которые получали гуманитарку, Царев привозил, да, вот там в Бородянке, которые там, они же тоже, ну, верили, да, во что-то. Но закончилось все плохо. Они же верили. В Харьковской области тоже, в Изюме тоже верили. Балаклеи, там, Балаклейский район. Но потом получилось не так. Война страшная история. Поэтому, если речь идет о территории войны, то тут несопоставимо. Эти вопросы, ну, мне кажется, так не идут. А с точки зрения там украинцев, я думаю, что украинцы знают, что россияне поддерживают Путина. И это как бы аксиоматично в большинстве своем. Хотя Россия большая и разная. Разные народы, но тем не менее, ну, как бы общая температура по больнице, конечно, поддерживают. Большинство. Значит, вопросы в чате. Значит, Стариков Олег Николаевич. Александр, как вы считаете, если Путин готов на большие уступки, возможно, он понимает, что оставшиеся территории, его интересующие, сами придут без жертв в Нижний Новгород? Так в этом-то и игра. Понимаете, тут же игра идет в уступки. Тут сегодня в прямом эфире, ну, раньше, там, до этого видео, в прямом эфире Латынина говорит, как он мог на это согласиться? Ну, если подразумевать, что слитый американский план, это так и есть. Как это? Это же поражение. Что значит взять, отдать ЗАЭС американцам? Какие коридоры? Как вообще? Так это игра в уступки. Помните вот пасхальное перемирие, да, когда я говорю четко,
будет объявлено, причем быстро, за часы, там за 1 час объявил Путин, с односторонне прекратить огонь. Путин играет в другую игру. Зеленский играет в одну игру, а Путин в другую. Зеленский начал играть, вы заметили, что он в другую игру начал играть? Он что сейчас делает? Ой, у меня встреча в ЮАР, ну тут же моих людей, я срочно возвращаюсь. Я вот пришел почтить память, собрал там 67 послов, собрал, да, то есть разных стран, дал там как бы брифинг, пресс-конференцию там дал, выдал, обо всем рассказал, это все вот на этом месте, все, картинка красивая. Тоже начал играть в другую игру. Но это не игра, в которую играет Путин. Понимаете, есть такое простое правило, оно как в отношениях там, парня и девушки работает, или еще в каких-то отношениях, там, хочешь поймать, отпусти. Сейчас он отпускает. Ну как, не Украину, не то, что там он отпускает. Как кошки-мышки такие. Вот отпускает. Американцы там чего-то бросаются, там накидывают планы. Он знает. Он им говорит, американцам Путин говорит да, потому что знает, что Украина скажет нет ни при каких обстоятельствах. Потому что уже все изучили структуру надстроек над зависимым от денег, вооружения и всего на свете, и разведки, и других каких-то центров штабов Киева. Они в курсе, кто над ними стоит, что это за люди. Американцы, с другой стороны, немножко сопряжены, потому что идет как бы продолжение, но тем не менее. Значит, повис на секундочку, бывает такое, да. То есть Путин играет в другую игру. И у него получается. А у Зеленского вот это его игра не получается. Это как в футболе. У нас сегодня такой футбольный опрос был. Соперник дает или не дает играть в игру. Ну, свою игру. Значит, тут кто-то там, Роксана, не нравится, не смотри. Ребята, все, мы шумим, мы шумим. Значит, Руслан, куда делась повестка Зеленского о границах 91 года? Его отпустило? Нет, ему просто сказали, что это нереально. Если бы физических ресурсов не дают, чтобы об этом даже говорить. То есть, опять-таки, он не может это даже сказать. Настолько проблема с ресурсами, даже сказать этого он не может. Поэтому дипломатия. Значит, да, огромный привет из Балаклеи. Спасибо огромное за то, что помогаете понять этот дурдом. Оксана, вам тоже привет. Родственники у меня там тоже в Балаклейском районе. Да, действительно живут, и там очень рядом война, и тоже все непросто. Так, значит, друзья, всем большущее спасибо за то, что вы побывали на сегодняшнем шуме. Я думаю, что, в принципе, можно завершать. Достаточно долго мы в эфире с вами, да, 1:42, так прилично. Если нет больше вопросов, то давайте закругляться. Шелест с грустинкой, улыбчивость ушла, не грусти, Александр, время все расставит на свои места. Я тоже верю, что время все расставит на свои места. И это справедливое утверждение. Всем хорошей пятницы. Я очень благодарен за то, что ставите лайки, поддерживаете канал, поддерживайте шум. Пожалуйста, напишите, что вы думаете по поводу тех или иных новостей или тем, которые мы сегодня осветили. Очень интересно ваше мнение, очень интересно, что думаете вы. Самое думающее, как видели сегодня, Латынина прямо говорит, ничего себе, вот это вопросы, а что вы думали? Вы просто лучше. Спасибо вам большое. Добра и света в каждый дом. Ну и, конечно, тихой, мирной ночи. Увидимся. Хорошо.